Всем привет! Меня зовут Ира, и я рисую акварелью. Сегодня в программе Инктобер, день 13, горизонт. Сегодня я снова рисую сажей газовой от белых ночей, и мне кажется, в сегодняшнем рисунке разница в тонах цвета одной краски наиболее очевидна, в отличие от двух предыдущих. Изначально у меня была идея изобразить какой-то жуткий лес, но я испугалась, что получится большое черное невнятное пятно, и при этом задание не будет читаться в самом рисунке. Поэтому нарисовала скорее подлесок с лесом на горизонте, собственно говоря. К слову, я небольшой любитель пейзажей, а сегодняшнюю тему тем более рисовала из головы, без какого-либо референса. Я испытываю проблемы с расстановкой предметов в пространстве даже на таких маленьких форматах, как мой скетчбук. К слову о маленьких форматах. Скетчбук, в котором я рисую в настоящее время, всего лишь 14,5 на 14,5 сантиметров. При этом у меня в залежах есть другой, с бумагой даже лучше, чем это, но мне страшно к нему подступиться, потому что он большего формата, а именно 20 на 20 сантиметров. То есть я начинаю представлять, как регулярно рисую в нем что-то несложное, всего лишь скетч, например, но уже не быстро в силу формата, и эта мысль меня отталкивает от всей этой затеи. Я в целом поняла для себя, что предпочитаю маленькие скетчбуки, потому что кроме очевидной мысли, что их быстрее заканчивать, рисуя на небольшом формате, испытываешь стресса меньше, чем на большом. О чем я говорю? Я не страдаю перфекционизмом, но да, бывает и так, что я перерисовываю какие-то свои слишком уж неудачные развороты, потому что при каждом использовании скетчбука волей-неволей глаз цепляется за них. И я испытываю раздражение по этому поводу. На маленьком формате это как будто бы прощаешь себя за ошибки, за которые не простил бы на большом. Добавила травинки на передний план и ели. Они, к слову, на первом слое ощутимо впитались в бумагу. Сначала я не обратила на это внимания, но при высыхании ель на дальнем плане потерялась вовсе. Наслаивать хвойные ветки акварелью я уже не стала, так как это было бы бессмысленно, и они только впитались бы в предыдущий слой, поэтому воспользовалась гуашью. Как и раньше, я не смогла бы удержаться и не добавить какой-то яркий акцент в работу. Очевидно, что сегодня на украшение напрашивается луна в небе, но вместо акварели решила воспользоваться серебряной поталью. Я пользуюсь поталью много-много лет, но так до сих пор и не поняла, как это делается правильно. Каждый раз как в первый. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!